Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале Криптостудент. Да, сегодня уже понедельник, 8 число, начало нового месяца. Точнее, уже неделя прошла, но тем не менее, рынок активный, да, летит. Давайте посмотрим. Биткоин в первую очередь. У нас биткоин наконец-то пробил сопротивление, да, ушел выше 63 тысяч, но прошу заметить, мы как раз таки не ушли ниже 60 тысяч долларов, о которых я говорил там в прошлых обзорах, да, своих. Если мы не уходим ниже 60 тысяч долларов, да, то у нас ждет рост, потому что здесь у нас проходит такая хорошая зона поддержки, от которой у нас биткоин откупали вот после середины октября, да, то есть активно откупали биткоин, и как раз таки этот откуп тоже был тому подтверждением. Потом мы сформировали здесь вчера вымпел, да, и пробили ночью уже сопротивление на 63 тысяч долларов. Но что ждать сейчас, да, что ждать сейчас? Давайте посмотрим. То есть у нас была здесь перевернутая голова с плечами, то есть линия шеи у нас находится здесь на 64 тысяч долларов. Если мы смотрим как на поджатие, да, в виде такого симметричного треугольника, то у нас зона ретеста это где-то район 63-62 800. То есть если мы идем вниз по биткоину, то я ориентировался где-то вот на эти цифры, да, для его откупа. Но я не думаю, что мы так сильно упадем. Думаю, будет какая-то консолидация, да, и попытка обновить вот этот вот хай на 67 тысяч долларов. И как раз таки, как я говорил вчера, да, если мы пробьем, то целью данного симметричного треугольника может стать как раз таки уровень 70 тысяч долларов. И поход к нему будет такой довольно-таки интересный. Будет обновлен хай, да, и установлен новый рекорд, то есть 70 тысяч долларов. Это привлекательная цифра для многих криптоэнтузиастов или кто еще не в крипте. То есть вызовет новую, наверное, волну такой ажиотажа в рынок. Так, смотрим дальше. Эфириум. Эфириум у нас движется в восходящем канале, рисовал еще вчера, да, говорил в обзоре, приблизительные цели, то есть верхняя граница у нас сопротивления сейчас находится на уровне 4900, то есть пробитие его, да, обновление, это у нас в район 5000 долларов, то есть если мы пробьем это восходящее накопление, да, то я думаю, из него будет выход довольно-таки хороший, и можем прокатиться там вплоть до 5500, то есть довольно-таки интересные цифры, да, многие говорили там 2 месяца назад, да, то что эфириум по 5000, блин, ну не знаю. Вот сейчас это уже кажется не такими большими цифрами, потому что мы стоим уже вот-вот. Так, смотрим дальше. Binance Coin. На Binance Coin у нас тоже такой похожий восходящий канал, да, но тут у нас был рост более быстрый. Шли мы к отметкам как раз к обновлению хая, да, но еще не дошли. То есть у нас хай сейчас находится на уровне 690, но тем не менее, я думаю, мы его плюс-минус достигнем, потому что всеми активностями, которые проводит сейчас Binance, да, он по сути заставляет блокировать, да, свои монеты, там, кидать стейкинг, тем самым получать какие-то другие монеты. То есть у нас идет активная покупка Binance Coin, да, но тем не менее, прилетите, друзья, то, что может все-таки произойти откат где-то в районе, наверное, 600-580 долларов. То есть там находится сейчас у нас текущая поддержка. Но тем не менее, могу порекомендовать вам присмотреться к ADA. То есть ADA у нас все-таки долго у нас уже находится в таком вот нисходящем движении, да, на прошлой неделе у нас была попытка пробоя, уровень сопротивления это 2,1 доллара, но потом у нас случился опять-таки откат, да, на нашу поддержку на 1,95, и сейчас мы снова, у нас появилась такая, так скажем, попытка пробить, то есть у нас мы пробили, да, и по сути ретестим сейчас пробитое сопротивление. Если здесь у нас будет закреп, да, по ADA, вполне возможно у нас ADA стрельнет на этой неделе, то есть рекомендую присмотреться, и стоп я бы, наверное, смотрел вот за данную поддержку, то есть это где-то район, наверное, 1,93, то есть текущих это в районе 5%, но тем не менее у нас цель, да, это уйти выше вот этой проторговки, уйти выше 2,3, и вот цели приблизительно я уже раскидал. Ripple себя тоже проявил, то есть мы пробили здесь сопротивление, да, ретестнули, и сейчас тоже направляемся наверх. В потенциале это выглядит как раз как треугольник с плоским верхом, да, который пробился. Зона у нас поддержки сейчас 1.23, 1.2, то есть если мы не уходим ниже, да, то идем дальше вверх и можем как раз таки достигнуть целей, да, где-то в районе 1,5-1,6 баксов. По Dogecoin мы сегодня увидели такой пампик, да,
вышли мы за 4-часовое облако. Если как раз здесь у нас будет закрепление по Dogecoin, то есть это уход выше, да, у нас сейчас уход выше 0.27, то можем как раз сходить на обновление вот этого уже хая, то есть это где-то район 0.35. Но сейчас бы я, наверное, не смотрел прям активную покупку, да, Dogecoin, потому что актив уже вышел, да, где-то вот в районе, если мы скатимся, да, где-то в районе 0.27, можно посмотреть какой-то скальп лонг, да, с небольшим стопом за 0.26. DOT себя отлично проявил, всю неделю рос, да, несмотря там на падение биткоина там, да, то есть актив довольно хорошо держится уже после пробоя этого сопротивления, которое у нас было на 36 баксов. То есть вот у нас появилась новая трендовая, да, поддержка теперь у нас находится где-то в районе 45, отлично пробили прошлый флаг, да, и ушли выше, то есть он себя полностью отработал, и сейчас мы, по сути, выстраиваем новую, то есть такое вот поджатие в виде вымпела, и я думаю, здесь у нас еще можно так интерпретировать как чашку с ручкой, да, и сходить как раз на обновление этого хая, где-то в район, наверное, 56, вплоть даже до $58. То есть, я думаю, можно даже нарисовать, здесь попытаться такой вот флаг с нижней поддержкой. Да, то есть мы можем сходить, к примеру, на обновление, потом скатиться на поддержку, да, и потом уже торговаться внутри этого флага. Это, друзья, допустимое движение, просто смотрю. А если брать с текущих, да, то я, наверное, стоп бы ставил все-таки за вот эту вот потенциальную поддержку. Да, конечно, ее могут сломать, я просто рисую, друзья, потенциально. А вообще, конечно, вот да, за данную поддержку, да, где-то в районе, наверное, $50, 55, да, как раз здесь еще проходит у нас 4-часовое облако, я бы, наверное, на них плюс-минус ориентировался, если покупал бы DOT. Так, 1 инч у нас довольно-таки застыл, да, то есть у нас как был вот этот супер памп, у нас актив, ну, то есть на X2 у нас актив также свалился, по сути, на точку пампа. Если так присмотреться, да, у нас уже был пробой вот этой поддержки, да, ретест и уход вниз. Но, тем не менее, друзья, у нас есть тут потенциальное формирование перевернутой головы с плечами. То есть, если мы все-таки здесь закрепимся, да, не уйдем ниже там, не обновим, то есть где-то не уйдем ниже 4,3, то есть это вот как раз таки здесь у нас поддержка, да, проходит, не обновим этот лой, да, то есть не сломаем голову, то есть не сломаем вообще эту формацию, да, то есть не уйдем ниже 4,3, то это все-таки будет перевернутая голова с плечами. Я бы, наверное, рекомендовал заходить при пробое линии шеи, то есть это где-то вот район 4,6, стоп, соответственно, за тут лой, да, который здесь будет нарисован. То есть, если он будет здесь, да, то стоп, соответственно, здесь. То есть, стоп будет, я думаю, довольно-таки небольшой, да, где-то в районе 5%, но потенциал на рост довольно-таки интересный, потому что даже если, давайте посмотрим по Фибоначчи, да, то есть, да, возьмем с макушки, то потенциал там сходить на 0,5. Даже давайте не возьмем там с макушки, да, то есть, это не будем смотреть на этот тень. Вот, давайте нарисуем отсюда, то, в принципе, да, вот уровень 0,5, это где-то в районе 5,2 баксов. То есть, интересный уровень. Как раз, вот, смотрите, 4,6 это у нас уровень 0,236. Вот пробой уровня 0,236, да, с большей долей вероятности нас приведет к 0,5. Так что тоже возьмите на заметку. Сол у нас пробил как раз таки чашку с ручкой, да, треугольник с плоским верхом, ушел, обновил хай, да, на 215 баксов и как раз сходил вот, забрал первую цель, да, и сходил вот, ну, не дошел до 265. То есть, ну, я вот целил на 300 баксов, вполне может быть, то есть после отката, да, Сол продолжит свое там восходящее движение, не спорю. Ну, я, по крайней мере, данный актив не торгую, просто анализирую с своей точки зрения. Идем дальше. Litecoin. Вчера я рекомендовал брать Litecoin, друзья. Рассказывал это в своем TradingView. Кто, друзья, еще не подписан, да, на все мои каналы, подписывайтесь. Там будет список внизу на топ-линк. Там есть ссылки на все мои каналы. Вот как раз таки довольно-таки с небольшим стопом, да, тут был у нас пробой клина, и сейчас у нас идет пробой данного сопротивления. То есть, если мы все-таки закрепимся выше 208, да, долларов, то я думаю, мы заберем в ближайшее время второй тейк и третий тейки. То есть, ну, на самом деле, это обновление хая, да, то есть последний тейк это обновление хая вот как раз 230, где-то поход где-то на 235 баксов. Ну, я думаю, вполне может быть.
AXS. AXS тоже себя хорошо проявил, да, на неделе рос хорошо себя, да, так, но сейчас у нас, я думаю, формируется новая фигура, да, потенциальное продолжение тренда, это такой вот треугольник с плоским верхом, если, конечно, мы не уйдем ниже, там, 145 баксов по AXS, вот я поставлю все уведомления, то есть это будет слом уже тренда, да, и уход где-то вот на данную поддержку, это вплоть где-то до, наверное, 130 баксов. То есть 130 это будет следующая у нас поддержка, если мы пробьем вот данную зону поддержки. Так, давайте разместим. Вот здесь у нас будет следующая зона поддержки. Но если мы здесь отскакиваем где-то на 147-148 баксов, да, формируем еще одно касание, то можем увидеть как раз таки хороший поход AXS дальше вверх. То есть это поход где-то в район, наверное, 200, 180, да, 180, ну, давайте поставлю приблизительные цели. Это, то есть у нас первая цель где-то 175, вторая будет где-то, наверное, 190, и третья где-то, наверное, будет где-то 210 баксов. Да, потому что вот как было здесь, да, поход хороший наверх, я думаю, он будет где-то плюс-минус такой же, потому что это все можно назвать такой вот фигурой накопления, если у нас как раз таки здесь будет пробой наверх. Если же вниз, то буду ждать где-то вот в районе 130-133 баксов. Также, ребят, сейчас взял скальп лонг EOS, наконец-то зашевелился, да, можно так сказать. Тоже обратите внимание, можете взять. Стоп очень короткий. Я взял это чисто скальп в канале. Так, давайте сначала разъясним ситуацию, почему взял, да. Вот у нас текущее сопротивление. Было у нас вот как раз таки на начале ноября, да, на прошлой неделе попытка пробить это сопротивление, но оно не увенчалось успехом, и как раз таки актив пошел вниз. То есть в потенциале, вот у нас фигура, да, если мы пробьем уровень 4,9, да, то это в потенциале будет уже поход дальше вверх. То есть вот попытка пробоя основного сопротивления, который мы не можем уже пробить долгое время, да, приведет к хорошему пампу к EOS, да, ну, я рассмотрел где-то, наверное, район 5,5 я бы рассматривал, но потенциал, конечно, высокий, но я EOS, так скажем, слабо фундаментален, из-за этого взял такие небольшие тейки, чисто то, что пробьет это сопротивление, да, и будет так неплохо двигаться. Давайте рассмотрим его под нашим MTF, то есть это вот у нас тут происходит пробой, да, и вот стоп поставил за данный канал. То есть я думаю, канал пробьют, и пойдем мы дальше вверх. Где-то приблизительно вижу вот такое вот движение. Друзья, надеюсь, мой обзор вам был полезен. Если да, ставьте лайк, пожалуйста. Пишите комментарии, это очень помогает мне продвигать канал и очень сильно мотивирует, чтобы записывать и давать вам больше бесплатного контента. Вот. Всем пока, друзья, и продуктивной недели!